Привет, ребята! Встречайте новинку на Dreame L10S Ultra Gen 3. Это продолжение народного пылесоса Ultra Gen 2, который был, соответственно, продолжением самого популярного на сегодня пылесоса L10S Ultra. Здесь видите на картинке по центру новинка Gen 3, слева первая Ultra, а справа более старшая модель L40 Ultra. Посмотрим, что поменялось в этом роботе. Валик остался все таким же, одинарным, силиконовым. На некоторых рынках эта модель будет поставляться с режущим валиком. Ну и, конечно, есть еще модели с двойным валиком. Это уже у более старших моделей 40-х, 50-х серий. У первой версии трехлучевая кисточка была стандартная, не выезжающая. А новая версия Gen 3 получила уже топовую трехлучевую кисточку, которая умеет выезжать в сторону. Теперь выезжают не только тряпки в сторону, но и кисточка. Я считаю, это must-have для всех роботов, которые вы покупаете. Как и в Gen 2, ни кисточка, ни основная щетка не умеет подниматься. Система распознавания препятствий осталась такая же, она основана только на RGB-камере. Подсветки также не появилось. RGB-камера неплохо справляется с распознаванием крупных объектов, а вот с мелкими объектами у нее бывают проблемы. Провода этой RGB-камеры тоже под силу. Она нормально их объезжает, распознает. А так вот выглядит система распознавания более старших моделей. Здесь видите, кроме появившейся подсветки, есть также, кроме RGB-камеры, еще 3D-структурированный свет и DTOF. Это система, которая лазером определяет расстояние до предметов. Вот так вот выглядел поддон у Gen 2. Он был такой же почти, как у Gen 1, то есть никакой. Было очень неудобно его чистить. Никаких скребков, как видите, здесь нет. У более старших моделей был такой же поддон, но уже со скребками. А у Gen 1, кстати, вот этот поддон даже был без дна. То есть вся грязь оставалась на станции. У 40 серии L40 и X40 уже поддон новый был со скребками, который не так часто приходилось мыть. А у Gen 3 уже поддон стал как у топовых роботов 50-й серии и L40S Ultra, Pro Ultra, которые вместо скребков появились 20 отверстий. Теперь тряпки моются под напором воды. Мойку тряпок горячей водой не завезли. Как у Gen 2 ее не было, так и у Gen 3 ее нет. У Gen 3 также нету, как и у Gen 2, микрофона встроенного в робота. Вы не можете им голосовые команды давать. Микрофон уже есть у более старших моделей, например, L40 Ultra. Вот так он выглядит, более толстый лидар, крышка лидара, когда есть микрофон. Система переезда порогов также осталась у Gen 3, как и у Gen 2. 2 сантиметра порог он переезжает. Если хотите, чтобы переезжал он пороги 4 сантиметра, надо брать уже Dreame L40S Pro Ultra модель. Ну а если вам надо 6-сантиметровые пироги переезжать, уже надо брать 50-ю серию. Вот что кардинально увеличилось, так это мощность создания 25 тысяч паскалей по сравнению с 10 тысячами, которые было у Gen 2. Ну что, давайте подведем итоги. Стоит ли брать новый робот или посмотреть на какие-то другие роботы. Несомненно, улучшения по сравнению с Gen 2 неплохие, они не кардинальные, но просто такие, можно сказать, косметические. Самое большое, конечно, это улучшение в мощности. С 10 до 25 тысяч увеличена мощность, но это только для ковров. Из твердого покрытия вам такая мощность не нужна, вам хватит там и 7-10 тысяч. Какие есть ему конкуренты среди тех же Dreame? Ну вот, например, у нас в Украине это продается Mova P10 Pro Ultra практически в эту же цену. От 20 тысяч гривен это $480. И это улучшенная версия L40 Pro Ultra. Мощность у нее 13 тысяч паскалей. Вы получите топовую систему распознавания с 3 кругляшами. Вы получите подъем валиков и щетки.
вы получите мойку тряпок горячей водой, вы получите голосовое управление. Если вы, конечно, найдете Mova P10 Pro Ultra за такую цену, потому что это уже старая модель, она уходит с рынка и является вообще самой выгодной до 30 тысяч гривен. Если вы не найдете Mova P10 Pro Ultra, то рассмотрите L40 Ultra. Он у нас стоит где-то $570, 24 тысячи гривен. Он чуть хуже Mova P10 Pro Ultra, у него 11 тысяч паскалей, но у него у нас в Украине поставляется режущий валик. А если уже еще немного скакнуть в цене, за $780 вы можете купить, это от 33 тысяч гривен в Украине, можете купить L40S Pro Ultra. Это уже что-то из 50 серии с двойным валиком, 19 тысяч паскалей, лучший робот до $1000. Не стоит переплачивать за топовые версии, даже если у вас есть деньги, я считаю. Единственный сенс переплачивать за самое топовое, это если вам, например, надо, чтобы под мебелью проезжал, чтобы лидар заезжал. Если вам надо большие пороги, чтобы переезжал там 6 сантиметров, чтобы взять вот эту новую систему переезда на ножках. А так переплата не стоит. Эти роботы подешевеют через 6-12 месяцев, там в 1,5-2 раза, и выйдут уже более новые модели. Лучше всегда брать что-то начального или среднего уровня, вот как Gen 3 или как L40 Ultra или L40S Pro Ultra, которая стоит там в районе $600-800. Вот это оптимальная цена, я считаю, для робота. Должно 90% покупателей подойти. Вот это все, что я хотел сказать. До новых видео. Пока.